Всем привет! Добро пожаловать на Кинорассказ. Сегодня у нас краткий пересказ фильма «Сила воли». Погнали! История основана на реальных событиях Олимпийских играх 1936 года. Фильм о настоящей истории человека по имени Джесси Оуэнс, родившегося 12 сентября 1913 года, Оуквиль. Спортсмены срываются со старта. Джесси кладет деньги в 2 конверта, складывает беговую обувь и готовится к тому, чтобы отправиться в университет. Мама очень горда за сына и подготовила для него хороший пиджак. Перед уходом он жмет руку отцу и оставляет ему один из конвертов с деньгами, говоря: «Скоро и мы заживем, пап». Тренер Ларри из университета штата Огайо получает 3-е поражение подряд на национальном чемпионате по легкой атлетике. Секретарь Ларри приносит результаты новых учеников и обращает внимание на Джесси. У Джесси есть внебрачная семья, дочка Глория и гражданская жена Руф. Они планируют пожениться. Также у Джесси есть друг Дэйв. Они дружат с детства, и у них общая страсть – бег. Дэйв и Джесси садятся вместе на автобус и едут в университет. Во время их тренировки тренер Ларри, пока они не в команде, незаметно засекает их время. Ребята из футбольной команды неуважительно относятся к темнокожим и не дают им пройти в душ. Нигеры ждут своей очереди. Джесси сообщает, что его ждет тренер, и он идет в университет. Дрожа в ожиданиях, его встречает тренер Ларри Снайдер. Ларри сообщили, что он лучший, и у него талант. Мне одаренные не нравятся. Они думают, что им не надо вкалывать. Он говорит, что ему не нужны одаренные, ему нужны трудолюбивые, которые будут убиваться в кровь ради победы. Джесси говорит о своих рекордах, но в ответ получает: Рекорды – дерьмо, ясно? главное – медали. Вот доказательство успеха. Ларри объясняет это тем, что золотая медаль твоя навсегда. Он предлагает Джесси готовиться к Олимпийским играм в Берлине 28 месяцев. Каждый день, каждый час он должен быть на тренировке. И ему плевать на оценки, он полностью принадлежит тренеру. Он задает ему вопрос. Ты принадлежишь мне. Тебе понятно? Джесси совсем соглашается, и Ларри приглашает его на тренировку завтра в 9 утра. Ларри спрашивает, почему он выбрал этот университет. После его успеха в Чикаго он мог выбрать университет прогрессивнее. Джесси отвечает: Мистер Райли сказал, что вы лучший. На следующее утро Джесси пробегает на тренировке 100 метров за 9,4 секунды, что быстрее рекорда чемпиона Вайкофа, который пробежал за то же время, но 100 ярдов, а ярд короче метра. Тренер поражен. Нет, Джесси, все отлично. Повторить? На заседании Олимпийского комитета США обсуждают, что евреев и чернокожих могут не допустить к спортивному событию. Дискриминации не должно быть. Политика сюда вмешиваться не должна. Они решают в один из комитетов отправить своего человека, чтобы быть в курсе ситуации, и отправляют Эйвери. Джесси пишет письмо Руф и кладет в конверт сэкономленные деньги. В письме он подмечает, что уже подал заявление на регистрацию брака и устроился на заправку за несколько долларов в неделю, чтобы помогать семье. На выходе из университета тренер поджидает Джесси, чтобы узнать, почему он не был на тренировке. Тренер недоволен, так как он получил слово от Джесси. Но тут он узнает, что у него есть дочь, и ему нужно работать, чтобы ее прокормить. Тем временем Эйвери, член Олимпийского комитета США, прибывает в Берлин и видит, как продвигается строительство нового стадиона. По прибытии в спортивный комитет Эйвери знакомится с доктором Йозефом. На переговорах Эйвери грозит бойкотом Германии, потому что из-за политических конфликтов евреи автоматически отсеиваются. В ответ его уверяют, что будут выступать 2 талантливые еврейки, на что Эйвери смеется, говоря, что все это только для того, чтобы они могли втюхивать миру свои грязные идейки. Эйвери требует с комитета, чтобы они не препятствовали участию евреев и негров. Никто на это не купится. Вам придется кое-что менять. Йозеф спрашивает, если они пойдут на уступки, получит ли министр свою поддержку на Олимпийском комитете США. Может. Джесси получает от тренера пропуск в законодательное собрание штата Огайо. Он будет получать $60 плюс расходы просто так. Главное, чтобы Джесси тренировался. Тренер учит Джесси старту, объясняя, как он необходим для высокого результата. В раздевалке он защищает своих бегунов,
заставляя ждать футбольную команду, чем они крайне недовольны, особенно неграми. Ларри, гони отсюда нигеров. Ты меня понял? Дэйву и Джесси это очень нравится, и они покидают раздевалку. Во время отдыха ребята, развлекаясь, прыгали через бамбуковую палку. Джесси не хотел прыгать, но его спровоцировали. Он попросил поднять палку повыше и, падая, повреждает спину. Тренер Ларри сказал, чтобы он был на ногах через 3 дня, потому что на финал большой десятки в Ан-Арбор они поедут в любом случае. В Ан-Арборе тренер запрещает Джесси выступать, так как травма спины – это серьезно, а он еле ходит. Тренер решается и выпускает его на 10-секундный спринтерский забег. Толпа недовольна и кричит. Джесси прибегает первым. Его результат 9,3 секунды. Это новый рекорд. Но результат тренера с секундантом расходится на 0,1, чем он крайне недоволен. Далее Джесси устанавливает 3 мировых рекорда по прыжкам в длину, бегу на 200 ярдов и бегу на 225 ярдов с препятствиями. Джесси продолжает побеждать. Когда Джесси с командой возвращаются домой, тренер говорит ему о чемпионе по прыжкам Юлиса Пикока. Он должен быть быстрее, чтобы его победить. На одном из мероприятий Джесси знакомится с девушкой по имени Квинселла. Во время совместного танца их фотографируют и публикуют в газетах. Это видит Руф. Джесси получает бумагу о том, что Руф хочет подать на него в суд. Джесси хочет поговорить с Руф, объяснив ситуацию, но у него не получается с ней связаться. Он жутко расстроен. В Небраске на мемориальном стадионе Джесси встречает чемпиона Пикока в забеге на 100 метров и проигрывает. Джесси бросает Квинселлу, делая выбор в пользу Руф. Он приезжает к ней на работу и просит у нее прощения. Руф его не прощает, и он уходит. Джесси остается ждать Руф. Он готов бросить спорт ради нее. Она его прощает, и они женятся. На Олимпийском комитете США проводится голосование за и против участия в Олимпиаде. За проголосовали 52%, чему был очень рад Эйвери. Он хочет дать шанс всем, кто пробился на эти состязания кровью и потом, чтобы проявить себя. Тренеры Джесси очень рады, что теперь они поедут в Берлин, но приезжает мистер Дэвис из законодательного собрания Огайо и просит Джесси не ехать на Олимпийские игры, чтобы еще больше не разогреть ненависть у Германии к неграм. Дэвис уходит и оставляет решение за Джесси. Он идет сообщить тренеру о своем решении и говорит, что хочет отказаться от Олимпийских игр в Берлине, чтобы подать пример таким, как он. Но тренер Ларри белый, и он не совсем понимает поступка Джесси. Утром тренер просит хотя бы пройти квалификацию, чтобы оставить за собой право выбора. На пресс-конференции один из журналистов задает вопрос Джесси. Как вы можете оправдать свое выступление в Германии, когда у нас в Америке столько дискриминаций? Джесси не дает ответа. За него вступается тренер. Ларри ищет квалифицированного олимпийского тренера, который поедет с Джесси. Вечером Джесси встречается с чемпионом Юлиисом. Для него наступил финиш – травма колена. Он понимает, какое давление испытывает Джесси. Но он должен собраться и надрать зад Гитлеру. Джесси общается с Руф, уже своей супругой, и спрашивает ее совета, ехать ему или нет. Он боится проиграть и опозорить свою расу. А еще он пообещал лучшей жизни Руф, но она и так довольна своей жизнью. Утром Джесси принимает решение ехать. Он собирает вещи и уезжает. Начинается открытие Олимпийских игр в Берлине. Джесси и Дэйв начинают тренировку под музыку, но ее выключает тренер, и Джесси все ему высказывает. Тренер жалуется и просит, чтобы Джесси извинился. А он хочет тренироваться со своим прежним тренером, Ларри, хоть у него и нет лицензии. Джесси готов покинуть Олимпиаду, и Ларри делают пропуск на Олимпиаду в качестве тренера. Ладно, мы сделаем пропуск для мистера Снайдера. На следующий день начинается Олимпиада. Джесси надевает свою новую обувь и выходит на олимпийскую площадку. И все кричат «Зиг Хай!». Джесси готовится к старту на финальный забег 100 метров. Все в напряжении, подвести он не может. И он финиширует первым, пробежав дистанцию за 10,3 секунды. Джесси в этом состязании получает золотую медаль. Гитлер не поздравляет победителя, а Йозеф говорит:
Nehmen Sie wirklich an, er würde sich herablassen, sich mit so На следующий день наступают прыжки в длину. Перед началом квалификации Джесси всегда изучает место прыжка. Когда он наступил на место приземления, ему засчитали попытку. На второй раз он слегка заступает место отрыва, и квалификация не засчитывается. Но каково было удивление всех, что его противник, чемпион Европы Лонг, кладет платок, откуда нужно прыгать. Третья попытка оказывается удачной, и Джесси проходит в финал, за что благодарит своего помощника. В финале Джесси устанавливает новый рекорд и совершает прыжок на 7 метров 94 сантиметра, побив рекорд Лонга. Последняя попытка Лонга не засчитывается. Джесси получает вторую золотую медаль. Он жмет руку Лонга. У Джесси остается последняя попытка, и он бьет свой же рекорд, прыгнув на 8 метров 6 сантиметров. Джесси приходит к Лонгу и благодарит его. Лонг рассказывает о том, что творилось в Германии. К нему подслали девушку, которая предлагала ему себя. У нее было задание забеременеть. Начинается соревнование по забегу на 200 метров. Кинорежиссеру запрещают снимать этот забег, но вопреки приказу открываются все камеры для съемки. Джесси Оуэнс побеждает в забеге с финишным временем 20,7 секунды. Третья золотая медаль. Трибуны кричат. Тем временем Йозеф просит Эйвери снять евреев с эстафеты, чтобы выразить благодарность Гитлеру. Йозеф угрожает Эйвери, что если он не снимет их с эстафеты, то комитет узнает об их договоренности. Эйвери убирает евреев и оставляет 2 бегунов. В их числе Джесси. Он заступается за ребят, но безрезультатно. Джесси никогда не держал эстафетную палочку, но ему придется бежать. Джесси общается с тренером, и он рассказывает ему, что не попал на Олимпиаду из-за того, что разбил самолет в 1924 году. Ну и придурок же вы. В забеге на эстафете США побеждают с результатом 39,8 секунды. Джесси обнимает и благодарит тренера. Кинорежиссер, чтобы завершить съемку события, просит Джесси прыгнуть еще раз. 1 сентября 1939 года Германия вторглась в Польшу. Это послужило началом Второй мировой войны. В конце фильма нам показывают реальные кадры того времени. Миллион людей вышли на улицы, чтобы поприветствовать Джесси. Джесси и Лонг остались друзьями до самой смерти. Такой фильм, как этот, нужно обязательно посмотреть. В нем повествуются о многих событиях того времени. Этот фильм ни за что не оставит вас равнодушными. Рекомендую почитать о Джесси Оуэнсе на Википедии и ознакомиться с его достижениями на Олимпийских играх 1936 года. Они немного расходятся с фильмом. Всем спасибо за просмотр, желаю вам успехов и пока!